Всем привет! Свяжем сегодня еще одного бычка. Я сделала схему на него, немножечко другой, такой попроще немножко. Думаю, что вам понравится он. Значит, что мне для него понадобится? Соответственно, вы пряжу выбираете цвет любой. Здесь тоже как бы кому нравится какой цвет, тот и берете. Я возьму вот такой вот оттенок, он серый. Цвет у него вот такой, чтобы было понятно. Вот, 160 метров, 50 грамм. И немножко мне понадобится этой же пряжи другого оттенка, чтобы вязать мордочку, там, рожки и так далее. Значит, еще я возьму такую атласную ленточку для украшения. Вот, потом глазки у меня 15 миллиметров. Крючок 2,5. Что еще? Ну, в принципе, что нам еще нужен? Синтепон для наполнения, иголочка для сшивания, ножнички. Вот, в принципе, и все. Приступаем с вами. Бычок должен получиться интересным. Надеюсь, что он вам понравится. Вяжем ножки. Значит, сначала вяжем копыта, берем цвет копыт. В кольцо набираем 6 столбиков. Два, 3, 4, 5, 6. Стягиваем колечко. Второй ряд вяжем 6 прибавок подряд. Третий ряд столбик и прибавка. Повторяем 6 раз. В ряду у нас 18 столбиков. Столбик и прибавка. Четвертый ряд. 2 столбика и прибавка. Я вначале провязываю 1 столбик, прибавка, и дальше вяжу 2 столбика и прибавка. Последняя прибавка, 6-я, и столбик последний довязываю до конца ряда, и первый столбик 1, в итоге 2 столбика. 2 столбика и прибавку провязали мы. Четвертый ряд, в ряду у нас 24 столбика. Провязываем 5-й ряд без изменений, 24 столбика. Последний столбик, не довязывая до конца, вводим нить цветом тела дальше, которыми будем вязать. Эту ниточку отрезаем. Закончили вязать. Теперь мы провяжем 8 рядов без изменений новым цветом. Для начала мы сначала сделаем за заднюю стеночку петли соединительный столбик. Затем этот же столбик мы за обе стеночки провяжем полноценный столбик. Это первый столбик. Так мы присоединили новый цвет. И так мы провяжем 8 рядов. Итак, провязали 8 рядов с соединительным столбиком, заканчиваем ряд и отрезаем ниточку. Мы провязываем так 4 ножки. Одинаково. Не забудьте там соединить все наши ниточки, чтобы ничего у нас не распустилось. Вот я провязала 4 ножки. Вот их нам надо будет соединить. Что нам для этого надо? Для начала мы провяжем низ живота, пузика. Вот. Значит, берем нашу пряжу цветом тела. В кольцо набираем 6 столбиков. 6 столбиков без накида. Итак, мы вяжем круг. Значит, будем делать прибавки.
Следующий ряд у нас 6 прибавок подряд, затем столбик и прибавка, 2 столбика и прибавка. И так мы будем вязать до 7 ряда, в котором у нас будет 5 столбиков и прибавка, и в ряду у нас 42 столбика. Итак, провязали мы 7 рядов, в 7 ряду у нас 5 столбиков и прибавка, и в ряду 42 столбика. Теперь нам надо привязывать ножки. Нить мы не обрезаем, вяжем дальше. Значит, смотрите, как мы берем ножки. Это у нас лицо пузика, оно должно смотреть вниз, да? Ножка должна выглядеть, привязана быть вот так. Поэтому мы беремся за ножку вот так вот. Вот эта вот дальняя сторона от нас, она прикладывается к кругу. И по ножке привязывать мы будем 6 столбиками. Значит, сначала мы беремся за ножку, столбик на ножке. Потом следующий столбик, который у нас идет на кругу. Вот. Все, ввели и провязали первый столбик. Далее на ножке, на кругу. Второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Далее по кругу вяжем 3 столбика. Ножку убираем в стороночку. 1, 2, 3. Беремся за вторую ножку. Точно так же прикладываем ее вот так, таким образом. Ну, можно сначала ввести, чтобы удобнее было ножку. И дальше в следующий столбик. Привязываемся 6 столбиками. Точно так же. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это у нас либо перед, либо зад получается. Передняя, либо задняя часть ножек. Теперь сбоку тела нам получается провязать надо 6 столбиков по кругу. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это у нас боковая часть туловища будет. Берем опять ножку, точно так же 6 столбиками привязываемся. Привязались. Далее по кругу вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И последнюю 4-ю ножку привязываем 6 столбиками. И последние 6 столбиков по кругу. Главное внимательно, чтобы в один столбик 2 раза не провязать, иначе может не совпадать количество петель. Довязали 6. Теперь мы будем вязать по кругу. Вот по ножке, то есть туловище вяжем. Значит, провязываем здесь тоже внимательно. Вот, в провязанную петелечку, чтобы не вводить. 18 столбиков по ножке провязали. Далее по туловищу 3 столбика. Далее опять по ножке. Опять же смотрим внимательно. В провязанный столбик не вяжем. Провязываем 18 столбиков по ножке. Вязали по ножке, теперь по туловищу 6 столбиков. Опять по ножке 18. Провязали, затем по туловищу опять вяжем 3 столбика. По ножке. И последние
6 столбиков по кругу. 3, 4, 5, 6. Начало ряда можно отметить маркером, ниточкой. Вот. Итого у нас получилось по кругу 90 столбиков. Теперь мы будем эти 90 столбиков вязать без изменений. Провязали 4 ряда 90 столбиков. Это у нас сейчас будет далее 13 ряд, начиная, если мы начинаем считать ряды с пуза, вот отсюда, серединочки. У нас 13 ряд. В 12 ряду вяжем, значит, 9 столбиков без накида. Далее вяжем убавку. Убавка. 2 столбика. Убавка. Затем вяжем 9 столбиков. Далее опять убавка за передней полустеночки петли, 2 столбика. Убавка. И вяжем 24 столбика без изменений. Провязали. Далее опять вяжем убавку, 2 столбика. Убавка. 9 столбиков вяжем. Далее убавка. 2 столбика. Убавка. И довязываем до конца 15 столбиков. Далее в ряду у нас осталось 82 столбика. 14 ряд вяжем без изменений. 15 ряд. 8 столбиков без накида. Убавка. 2 столбика. Убавка. Затем 7 столбиков вяжем без изменений. Далее опять убавка. 2 столбика. Убавка. Далее вяжем 22 столбика без изменений. Провязали, дальше опять делаем убавки. Убавка. 2 столбика без накида. Убавка. 7 столбиков без накида. Далее опять убавка. 2 столбика. Убавка. И 14 столбиков довязываем до конца ряда. Далее. Дальше 16-17 ряд вяжем без изменений, получившиеся 74 столбика. 18 ряд. 6 столбиков. 3,
6. Далее убавка. Затем 4 столбика. Убавка. Еще 4 столбика вяжем. Убавка. Еще 4 столбика. Убавка. Так, итого мы провязали 1, 2, 3, 4 убавки. Теперь оставшиеся 48 столбиков довязываем до конца ряда. 19 ряд, 4 столбика и убавка. Повторяем 4 раза. 2, 3, 4 столбика и убавка. Повторяем 4 раза. Провязали. Дальше вяжем 10 столбиков без накида. 3. Далее, начиная с убавки, мы вяжем убавка, 3 столбика. Повторяем 5 раз. Провязали. Затем делаем убавку. И 9 столбиков довязываем до конца ряда. 20 ряд. Вяжем 1 столбик. Затем убавка и 2 столбика. Повторяем 5 раз. Убавка, 2 столбика. 5 раз. Провязали. Затем делаем еще одну убавку. Далее вяжем 9 столбиков без накида. Далее убавка. Три столбика. Затем опять убавка. Шесть столбиков. Опять убавка. Три столбика. И еще одна убавка. И довязываем до конца 8 столбиков. 21 ряд. Значит, вяжем сначала столбик, затем убавка и столбик. Повторяем 5 раз. Убавка и 1 столбик. Повторяем 5 раз. Затем убавка. И довязываем 32 столбика до конца ряда. Начинаем наполнять. Ножки хорошо наполните. Дальше потом будем добивать уже синтепоном. А пока вяжем 22 ряд, где у нас 1 столбик, 2 убавки подряд.
Одна убавка. Вторая. Дальше 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Затем опять 2 убавки подряд. 1, 2. И довязываем до конца оставшиеся 32 столбика. Дальше 23 ряд. Провязываем 6 убавок подряд. Затем провязываем 26 столбиков без накида. И последнюю делаем убавку в конце. В итоге у нас получилось 6 убавок. Так вот мы закругляем спинку, завершаем спинку, чтобы у нас выйти к голове. Чтобы здесь уже появилась голова у нас. Это у нас 23 ряд. 24 ряд. Столбик и убавка. Провязываем 2 раза. Столбик, убавка 1. Столбик, убавка 2. И провязываем дальше 24 столбика без накида. И в конце провязываем столбик и убавка. В итоге у нас получается 3 убавки. В ряду у нас 30 столбиков. Вот такое вот пространство у нас получается для головы. Далее провяжем 2 ряда без изменений, 30 столбиков. Продолжаем вязать, параллельно наполняем тело, вяжем дальше голову. Значит, 4 столбика и прибавка. Повторяем 6 раз. И в ряду у нас будет 36 столбиков. Немножко будет неудобно. 2, 3, 4 столбика и прибавка. Итак, мы провязываем прибавки до 31 ряда. Я уже провязала. Это просто обычный круг, который мы вяжем с прибавками. В 31 ряду у нас 8 столбиков и прибавков, и в ряду 60 столбиков. Провязали круг. Далее мы вяжем без изменений 10 рядов. Провязали 10 рядов без изменений. Далее у нас будут убавки. 42 ряд у нас 8 столбиков и убавка. Повторяем 6 раз. И в ряду у нас останется 54 столбика. Провязали. И дальше делаем убавки. Давайте провяжем убавки до 45 ряда, где у нас будет 5 столбиков и убавка. Ставим глазки и продолжим дальше делать убавки. И наполнять вязание. По ходу вязания игрушку. Так, провязала я до 45 ряда 5 столбиков и убавка. Вставила глазки. Значит, наполнила голову, вставила глазки. Глазки у меня расположились между 38 и 39 рядом. Между глазками я наметила 10 столбиков. Ну, соответственно, когда я вставила глазки, у меня расстояние уменьшилось и получилось 6,5 расстояния. Вот. Вот и продолжаем дальше делать убавки, параллельно наполнять голову. Доходим до 50 ряда, в котором у нас остается 6 столбиков. Стягиваем отверстие и отрезаем ниточку и прячем. Все, закончили вязать, стянули отверстие. Спрятали ниточку. Теперь сделаем утяжки глаз. Будем так слегка утянем их. Значит, я введу сзади между столбиками аккуратно иголочку и с двух сторон сделаем утяжки. Значит, выводим иголочку сюда, вставляем здесь кончик
сюда, потом к другому глазу. Затем спереди попробуем утянуть сразу в двух местах. Внизу и все, и назад. Чуть-чуть подтянула, поправила, потому что утяжка в двух местах сразу. Глаза немножко разные у меня, конечно. Вот это вот синенькая. Итак, все, утянули глазки. Слегка. Сильно не надо. Вот. И все, сделаем здесь узелочек, спрячем ниточки. Так, ну все. Убираем пока в сторону. Теперь мы с вами свяжем ушки. Итак, вязать мы будем ушки из двух частей. У нас будет наружная и внутренняя часть уха. Вяжутся они одинаково, что наружная, что внутренняя часть. В кольцо набираем 6 столбиков. Берем цвет тела и набираем 4, 5, 6. Стягиваем. Далее мы провяжем обычный круг. Второй у нас ряд 6 прибавок подряд. Третий ряд столбики прибавка. И четвертый ряд 2 столбика и прибавка. Вот такой вот небольшой круг у нас будет. Значит, пряжу, которая у нас основным цветом, как тело, которая у нас ушки, наружная часть, мы ниточку не отрезаем. А внутреннюю часть провязываем точно такой же круг и отрезаем ниточку. Итак, провязали круг, провязали внутреннюю часть круга, точно такой же круг. Здесь ниточку отрезали, здесь нет. Теперь мы их складываем изнаночной стороной друг к другу. И столбиками без накида мы просто соединим, провяжем наших 2 кружочка вместе. Вот. И все. Такой вот у нас будет ушко. Провязываем, в общем, столбиками без накида по кругу. Вот провязали, отрезаем ниточку для пришивания, оставляем хвостик. Вот дальше мы вот так вот просто выворачиваем внутреннюю часть туда, чтобы получилось вогнуто. Вот и здесь мы просто сошьем перед тем, как будем пришивать ушко. Далее вяжем рожки. Значит, рожки я буду вязать вот цветом, вот как у меня здесь копыта. Буду брать такого цвета, ну как внутренняя часть уха. Значит, в кольцо набираем 6 столбиков. Стянули колечко, теперь мы провяжем 2 ряда, 6 столбиков без изменений. Так, провязали. Далее следующий ряд мы провяжем столбик и прибавка, повторим 3 раза. В ряду будет 9 столбиков. Провязали. Теперь мы провяжем этих 9 столбиков еще 2 ряда. И все. И на этом наша вот такая рожка будет закончена. Она такая маленькая будет. Провязали, сделали соединительный столбик и ниточку отрезаем для пришивания. Следующим у нас вязание будет мордочка. Мордочку я также свяжу из этого цвета. Значит, итак, набираем цепочку из 6 воздушных петель. Далее во второй столбик, во вторую петелечку от крючка я провязываю 2 столбика.
Затем 3 столбика по цепочке. В последнюю петлю провязываю 3 столбика. Так, эта ниточка будет мешать немножко. Значит, 2, 3. И с противоположной стороны 3 столбика. И столбик в последнюю. То есть получается по краям у нас по 3 столбика. Следующий ряд. Значит, 2 прибавки. Раз прибавка и вторая прибавка. Затем 3 столбика. С этой стороны мы провязываем 3 прибавки подряд. 2, 3. Далее 3 столбика без накида. И прибавка третья для этой стороны. Затем опять вяжем здесь столбик и прибавка. 2 раза повторяем. Далее 3 столбика. С этой стороны столбик и прибавка повторяем 3 раза. Столбик, прибавка 1. Столбик, прибавка 2. Столбик, прибавка 3. 3 столбика. И столбик, прибавка для этой стороны, третья по счету. Следующий ряд. 2 столбика и прибавка повторяем 2 раза. 1, 2, прибавка 2. Далее 3 столбика. Я быстро вяжу, потому что это как бы обычный овал. Тут ничего сложного нет. С этой стороны 2 столбика прибавка повторяем 3 раза. 1, 2 столбика прибавка 2. 2 столбика прибавка 3. Далее 3 столбика. И 2 столбика и прибавка, третий для этой стороны. Теперь мы провяжем без изменений получившийся у нас здесь столбиков. Вот, а получилось у нас тут 30 столбиков в этом ряду. Теперь мы провяжем 4 ряда без изменений. Итак, закончили вязать. Делаем соединительный столбик. Отрезаем ниточку для пришивания. Далее мы свяжем с вами еще хвостик и будем собирать наши все детальки. Будем все пришивать. Вяжем хвостик, набираем цепочку из 15 воздушных петель. Ну, количество петель здесь уже варьируется от вашего желания длины хвоста. Далее, начиная со второй петли от крючка, мы просто вяжем по цепочке столбики без накида. В каждую петелечку столбик. В принципе, вот такой вот хвостик, больше ничего и не надо. Вот, отрезаем ниточку для пришивания. Я вначале тоже немножко побольше оставила, чтобы мне удобно было спрятать и этот кончик тоже нити. Вот, провязали. Теперь можно сделать здесь волосики, ну, чтобы на кончике немножко было пушистый кончик. Итак, чтобы сделать кисточку, я взяла определенное количество ниток, связала их посередине, все вместе, и пришью кончику хвоста. Далее я возьму расчесочку,
либо просто можно иголочкой. Разъединю все ниточки на хвосте, ну, каждую ниточку разъединю их, чтобы получился такой пушистый хвостик. Вот. Далее я сделаю также и, ну, такой же чубчик будет у меня. Также я возьму ниточки, свяжу их посерединке, распушу, вот, пришью к голове. И у меня получится такой чубчик. Пришьем сначала мордочку. Будем прикладывать ее так, чтобы она была, верхняя часть, под глазками. Так вот как-то она у нас ложится, так ее и пришиваем. Наполняем синтепоном. Итак, я оформила голову, мордочку. Значит, вот смотрите, как я оформила. А там уже оформлять можете по своему вкусу. Здесь немножечко утянула ротик. Значит, добавила тут реснички, бровки. Немного белого цвета, здесь плохо видно. Здесь добавила белый цвет, так, чуть-чуть просто. Можно и не добавлять. Пришила рожки. Расположила в таком положении. И ушко. Вот я покажу, как перед тем, как пришить ушко, мы сначала его вот так вот ушьем здесь внизу. И еще вот так. Здесь я вот так вот стянула, чтобы она не разошлась, и вывела иголочку сюда, и буду, в принципе, и пришивать. Все, я сначала пришиваю рожки, чтобы потом было мне понятно, в каком месте располагаться должны ушки. Вот. Все, пришью сейчас второе ушко. Ну вот, бычок готов. Закончили мы вязать. Хвостик я пришила именно вот в таком положении. Так вот пришила, чтобы он немножечко был, как бы не прилегал сильно к телу. Вот. Значит, вот такую ленточкой украсила. Вот, в принципе, все. Такой вот получился бычок. Я думаю, очень удачный подарок на Новый год. Маленький такой. Высота его, если кому интересно, стоячим, когда он стоит, 19 сантиметров в высоту. Вот, а тут я даже не знаю, как вам ширину. Ширину вот это тело, например, могу сказать. Вот вверху у нас 9,5. Но ноги у нас разошлись на 11 сантиметров. Чуть-чуть. Вот. Ну и здесь у нас он 8 на 10. Ну как-то так. Не знаю, размер этот вам чем что-нибудь даст или нет, не знаю. Вот. Значит, из мотка у меня вот осталось еще вот такой вот моток. Можно связать, начинать вязать еще второго бычка и немного добавить, я думаю, с другого мотка. Так что вот достаточно одного мотка для бычка. Вот. Надеюсь, вам моя схемка еще одна понравилась и пригодится. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. Свяжем еще, наверное, одного бычка немножко по-другому.